мое первое участие как участника. То есть я как-то там участвовал как член жюри в одном из фестивалей, а сейчас непосредственно пришлось поучаствовать, ну не пришлось, с удовольствием поучаствовал именно в камне. На самом деле очень позитивный опыт, было довольно приятно, даже в какой-то мере немножко жалко, что это всего лишь там неделя-две получилось. Ну, коллег я, конечно же, всех своих знаю, и прекрасная работа. Мне особенно нравится работа Игоря Засимовича, его «Сотворение мира», потому что она получилась действительно какая-то такая удачная, возникала на глазах, как сформировалась. Ну, там много, потому что, во-первых, его отношение к камню, то есть он действительно берет не камень с каким-то уважением, то есть какой он как он есть, с его фактурой, не стремление там разрушить и сделать что-то а-ля там, как в бронзе и в гипсе. То есть это очень важный подход, и поэтому она действительно получилась классной. То есть она, да, она на улице, мне она действительно очень нравится, потому что она пространственная, она объемная, она силуэтная, знаковая, хорошая работа. Ну и остальных тоже ребят очень получились довольно великолепные работы, потому что выводится Сергей, я до конца даже не знал, как он это все закончит, что это будет, но получилось очень изящно и со вкусом, ну, такая по-настоящему мощная, интересная работа с вот этими маленькими бронзовыми вставками, такая прекрасная. Вот. И, конечно же, Павел Куницкий, который вот так вот, он по-настоящему, как сказать, он следовал своему эскизу, воплотил и очень хорошо так с каким-то большим таким чувством вкуса закончил эту работу с разницей там фактур. Работа, конечно, тоже получилась достаточно, ну, очень достойная. То есть я не могу сказать, что, допустим, по сравнению с предыдущим, этот каменный пленэр, он, ну, типа, провалился. Знаете, нет, он на тоже хорошем уровне таком, достойном. Вот. А что касается бронзы, то много было интересных работ, которые заслуживали действительно внимания, и выбирать было достаточно, не могу сказать, что очень просто, то есть, ну, там сказать, что это абсолютно там фаворит, или это нет. То есть, ну, действительно, работа очень достойная. Поэтому, понятно, я тоже не знаю, кто из них победил, но мы так выбирали достаточно объективно, вот без снисхождения, знаете, там, вот я этого знаю, и давайте, вот он будет побольше баллов. Нет, 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 здесь было все очень так. Я уверен, что это даже моим коллегам, им это не нужно. Вот эти вот, не в этот раз и не в этом формате. Знаете, такой вот какое-то там снисхождение для дружба. Поэтому, вот. Ну, в общем, не знаю, но на мой взгляд, это действительно такой очень крутой, хорошее вообще событие, которое происходит. Их в связи с, там, со всякими ковидами и всем остальным, и так мы по ним соскучились, их не часто, но сейчас они происходят. Я надеюсь, что это будет только продолжаться и развиваться. Потому что, ну, вообще, как бы, да, для нашей ситуации, для изобразительного искусства, ну, Дмитрий действительно сделал очень крутой формат. То есть он новый, он свой, он отличается от того, что происходит в Союзе художников, либо в общегородских форматах, он несколько совсем другой. То есть здесь художники, помимо того, что они выставляют свои работы, имеют возможность поработать действительно в очень хороших условиях, но есть еще элемент общения очень классный, потому что на выставках, когда мы встречаемся, мы периодически мы не имеем возможности там нормально пообщаться. А здесь действительно было такое хорошее вот общение, вечера, которые происходили, когда художники рассказывали о себе. Но они в свое время, своего рода это было тоже какая-то, для меня была там и арт-терапия, и что-то на уровне признания самому себе, что ты себе собой представляешь. То есть если вдруг ты начинаешь рассказывать о себе, это, ну, это действительно непросто. То есть это не столько нарциссизм, а сколько какое-то, знаете, небольшое подведение анализа и итогов, что я сам собой представляю даже в своих глазах. Вот. Ну, в общем, вот так. Давайте.
Хорошо. Привет. Ну, это моя работа, она называется «Ладья героев» или «Аргонавты». Она на тему героев Древней Греции. Сам по себе еще материал, он достаточно ложится в тему, потому что это ракушечник, он добывается в Черном море. Это как раз-таки там, где они путешествовали за Золотым Руном, направляясь в Колхиду, где они его похищали. В любом случае, это какой-то немножко... Ну, у меня есть просто серия, связанная с героями античности, по мифам. Такой эллинский цикл. И это своего рода переосмысление вообще понятия героя. Потому что без пафоса, без того, что вот эти вот из букваря герои Древней Греции, но они в любом случае несли в какой-то мере и смерть, и сами потом ни один герой по мифам хорошо жизнь свою не закончил. Поэтому здесь несколько такая рефлексия по поводу их предназначения и обреченности на совершение подвига и несение называемого добра. Вот, поэтому, в общем, так. Ну, образ такой. С обратной стороны, здесь в какой-то мере как бы символ жертвенника, где уже герои приобретают точку. Ну, вообще вся их, по сути дела, деятельность обретает уже такую конечную точку. Все.